Привет, армия! Несколько месяцев назад я собирался опубликовать хронологию жизни Тэгука в 2016 году, я так и сделал, и как их отношения становились все сложнее со временем. Однако, поскольку эта хронология не объясняла четко, почему Тэхён и Чингук начали отдаляться друг от друга на камеру и почему начали распространяться слухи об их предполагаемом расставании, я хотел познакомить вас с этим видео, прежде чем показывать их историю в 2016, 2017 и 2018 годах, чтобы вы могли лучше понять причины каждого из их действий в этой хронологии. С момента формализации их отношений и того факта, что диспетчер стал все больше зацикливаться на них, у Big Hit не было другого выбора, кроме как вырезать из них моменты и делать вид, что отдаляет Тэхёна и Чингука на камеру. Поэтому важно дождаться хронологии Тэгука в 2016 году, так что вы можете понять, почему позже возникли разговоры о том, что из-за напряжения и дискомфорта Тэхён и Чингук могут быть в романтических отношениях. Хотя стоит напомнить мне, что все это всего лишь теория, которую вы долго просили меня обсудить. Все это основано на моих убеждениях и фактах, которые раскрывают ту сторону, которую не все осмеливаются увидеть. Я постараюсь собрать конкретную и ясную информацию, чтобы вы могли лучше это обсудить. Я не намерен навязывать вам эту идею и тем более заставлять кого-либо верить во что-то, что, несмотря на многочисленные доказательства, не обязательно является правдой. Поэтому я прошу вас обратить внимание и уважать следующие ключевые моменты, которые легли в основу этого шипа. Все началось, в частности, 9 января 2016 года, когда диспетчер начал проявлять чрезмерный интерес к Тэхуку. До такой степени, что они сняли, как Тэхён обнимает Чингука за спину, когда они шли по аэропорту. Эти двое выглядели очень комфортно, несмотря на их неловкое положение при ходьбе. Вероятно, можно предположить, что, основываясь на близости, которую они демонстрировали до разлуки, диспетчер искал способ связать этих двоих и направить на них внимание общественности. Конечно, именно это положило начало трудностям, с которыми столкнулся Тэгук, пытаясь сохранить близость, которую они выстраивали годами. 3 месяца спустя, 12 марта 2016 года, на корейском форуме была опубликована статья, в которой утверждалось, что у одного СМИ был эксклюзивный отчет о собранных ими доказательствах о предполагаемой однополой паре в одной и той же идол-группе. Они предоставили несколько подсказок, чтобы помочь интернет-пользователям угадать, кто эти идолы. В статье также упоминалось, что группа находится в периоде быстрого роста и окажет значительное влияние на индустрию развлечений. В статье также отмечалось, что СМИ готовилась к неизбежному судебному разбирательству, которое последует после раскрытия личности пары. Комментарии к посту предполагали, что неправильно заставлять кого-то делать каминг-аут, или что в статье на самом деле никогда не упоминался айдол-мужчина, но общественность сразу же интерпретировала это именно так. Хотя оригинальный пост был в конечном итоге полностью удален без видимых причин. Не могу точно сказать, что пост напрямую связан с Тэгуком. Возможно, в то время в индустрии существовали и другие однополые пары, но описание странным образом соответствует динамике отношений айдолов Бэнгтрон, ведь если вчитаться внимательнее, то в статье упоминается, что эта пара из одной группы и стала трендом лишь спустя долгое время после их дебюта. На форуме PEN было заявлено, что СМИ ждали этой новости несколько месяцев. Между тем, рост популярности Бэнгтрон начался в 2015 году, когда они достигли 3-го места в чарте продаж альбомов Go-On. Поэтому тот факт, что на форуме подчеркивался рост группы, делает еще более очевидным, что двое мужчин больше не пытались скрывать свою близость в то время. А учитывая, что диспетчер пристально следил за Тэгуком, вполне логично, что Big Hit начал незаметно разделять их перед камерами с 2016 года. Например, в концертном DVD «Самый прекрасный момент в жизни», часть 1, Тэхён опирается на спину Чингука, пока они идут вперед и обсуждают концерт и то, чего ожидать. В этот момент Тэхён указывает на что-то вдалеке, все еще откинувшись назад, и Чингук повторяет его жест, прежде чем они оба поворачиваются к людям за камерой, как бы проси их отойти друг от друга. Жест, который они делают, когда персонал просит их отойти друг от друга, ясно показывает, что это было сделано с полным намерением создать дистанцию. Чингук кивает, не понимая, насколько Тэхён отдаляется от него, пока наконец не поворачивается, чтобы убедиться, что Тэхён больше не обнимает его, как раньше, что может объяснять, почему они оба выглядят разочарованными.
Интересно, что Диспетчер не раскрыл ни одну из пар в конце 2016 года, как изначально планировалось. Согласно официальному заявлению, опубликованному 1 января 2017 года, они решили не отвлекать общественность от политического кризиса, с которым столкнулась страна в то время, и что после того, как все успокоится, они смогут вернуться к своей прежней позиции. Они вернутся к своим обычным публикациям. Это был предлог, который они использовали, чтобы объяснить возможное молчание со стороны определенных сторон, что становилось все более очевидным по сокрытию и дистанцированию Тэхёна и Чингука в течение всего года. Диспетчер хранил полное молчание по политическим причинам. Однако только в конце 2017 года Диспетчер подтвердил, что они раскроют эту пару в 2018 году, одновременно поделившись еще одной подсказкой через китайский сайт, сообщив, что у двух айдолов двухлетняя разница в возрасте. Хотя Тэхён и Чингук были не единственными айдолами с такой разницей в возрасте, многим стало все более странным, что Big Hit посчитал, что будет безопаснее разлучить их перед камерами. На самом деле, все было наоборот, это лишь подогрело любопытство публики. Потому что 12 марта 2017 года, во время Burn the Stage, части тура Wings и концерта в Чили, самовольно установленная дистанция Big Hit между ними стала еще более очевидной. Фильм вышел только 15 ноября 2018 года. Все стало понятно, когда кадры с тура раскрыли ранее скрытые моменты. Хотя Тэхён всегда явно беспокоился о здоровье Чингука, замечая, как сильно он выкладывается на каждом выступлении и как его тело сгибается во время исполнения «Fire», мне показалось, что, возможно, именно поэтому Тэхён и Чингук пытались выразить свою любовь и поддержку через тайный знак, внутренний символ, отражающий тревогу Тэхёна, видящего Чингука измотанным, но не способным ничего сделать, кроме как ждать его выздоровления. И, возможно, именно поэтому Тэхён попытался передать свое присутствие, показав «Я люблю тебя» после окончания выступления «Fire», которому Чингук затем прикоснулся в знак того, что видел его. Это было явным доказательством того, что символ был знаком любви и заботы, что Чингук сразу понял, увидев его. Потому что даже когда Чингук фактически упал, сойдя со сцены, и все остальные участники бросились к нему с обеспокоенными выражениями лиц, Тэхёна не было в кадре, хотя было видно, как он вбежал в комнату, услышав жалобу Чингука, что в конечном итоге привело к резкому обрыву видео, ясно показывающему, что все это было сделано намеренно. С тех пор все начало меняться очень медленно. Тэхён и Чингук начали приспосабливаться к навязанным им новым правилам, которые требовали от них соблюдать дистанцию перед камерами, но они не могли стереть близость, которую они выстраивали годами. Для любого, кто действительно обратил внимание, перемена показалась странной, не потому, что они перестали быть близки, но потому, что их попытки скрыть эту близость становились все более осторожными и неестественными. В 2017 году, по мере того, как ситуация вокруг них становилась все сложнее, слухи о паре, которую Диспетчер раскроет, продолжали циркулировать. Каждый раз, когда приближалось 1 января, многие фанаты строили догадки о том, кто это, и хотя прямых имен не упоминалось, многие начали связывать это с Бэнгтрон, особенно после различных намеков, которые казались слишком похожими на профили Тэхёна и Чингука. С другой стороны, Big Hit начал принимать более строгие меры, чтобы избежать подобных сообщений или обвинений. Они перераспределили место для сидения, изменили построение, даже реструктурировали закулисное взаимодействие, чтобы эти двое не казались слишком близкими, но именно из-за всего этого публика уделяла им больше внимания. Потому что каждый раз существовала дистанция, которая казалась вынужденной, любопытство людей росло, и эффект был противоположен ожидаемому. To give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something.